Советую досмотреть видео до конца, будет маленький сюрприз. Вот что значит опыт. Слова получились пророческими. Гидроусилитель сломали. А я помню тот момент, когда я смотрел на грузовой Рено, и в этом Рено гидроусилитель был прям вынесен практически в самый перед около бампера. Ага, один раз прилететь сюда и все, и нету руля. A few moments later. Такие открытые агрегаты, эти узлы, не могут быть. Их прячут, хотя бы защищают от лобовых ударов, от каких-то возможных повреждений извне. А на том Рено, я помню, там прям гидроусилитель стоял прям вынесенный к самому переду. Так и получилось. Я видел видео, где этот же самый грузовик соскочил, просто в канаву воткнулся и, естественно, прямо этим носом гидроусилителем, и сломал. В других машинах знаю, что он находится внутри рамы, его прячут в глубину. Какая самая крутая команда на Дакаре в плане организации процесса? То есть смотришь, как все налажено и думаешь, как такое можно было придумать. На этом Дакаре это было у Defender. Видно, что огромные бюджеты были. 3 автомобиля, 3 экипажа участвовало, а вокруг этих экипажей, я думаю, в команде было человек 100. Тем более они ехали в категории продакшн. Я насчитал в районе 30 дефендеров, гражданских обыкновенных автомобилей, которые сопровождали гонку. Это были спонсоры, партнеры, и они караваном ехали, красиво выстраивались на старте, где-то принимали экипажи на финише. Другие ходили, облизывались и смотрели, как у них красиво. Там отдельный у них раздвижной такой холл из фуры сделаны только для митингов, для пресс-конференций, для встреч. Другой технический, третий, там они ночевали. И плюс эти палатки, которые обслуживали автомобиль, там тоже на высшем уровне. Естественно, у них наверняка было свое питание, и стирка, и обслуживание экипажей. Хотя 3 экипажа. Надо брать пример. Опять же, это все вопрос упирается в бюджет. Что лучше, КамАЗ или Ивеко? Вопрос спорный. Я был в команде КамАЗ Мастер почти 4 года и был в команде Ивеко больше года. Поэтому скажу, что здесь зависит не только от технической оснащенности самого автомобиля. Разработки, технологии, они всегда идут рядом. Но самый главный и самый важный момент – это организация именно командная. У каждой команды есть свой внутренний регламент, свои секреты, свой подход именно к победе. И та команда всегда могут конкурировать. Оно и видно на подиуме всегда. То есть не всегда выигрывал КамАЗ, и не всегда выигрывал Ивеко. Трудно сказать, что лучше. Думаю, что сегодня по факту все-таки технически КамАЗ стоит впереди. Придет время, КамАЗ, вероятно, вернется снова в гонку. Тогда посмотрим, кто все-таки лучше. Гонка решает и место на подиуме. Не менее важно, сколько времени уходит на подготовку к гонке. Я знаю, что в команде КамАЗ Мастер постоянно ребята находятся, что говорится, что называется, в седле. Это постоянные тесты, постоянные соревнования, сборы. В европейских командах это редкость. Европейские команды в основном это коммерческие, и они выезжают от гонки до гонки. Сам накат, как моточасы есть у техники, у пилотов, у экипажей тоже есть этот накат. И у европейских команд накат намного меньше, чем все-таки у КамАЗов, у МАЗов. Расскажите, покажите, как вы зафиксированы в сиденьях. Очень переживаю за ваши копчики и позвонки. Так интересно вас смотреть и слушать. Берегите себя. Привет из Алматы. Приятно. Спасибо. Сиденье подбирается конкретно по пилоту, по весу, по росту, для того, чтобы исключить любое движение, любое трение в сиденье. И после того, как затягивается ремнями к креслу, нужно сделать так, чтобы тело максимально облегало кресло. Кресла делаются, для топ-пилотов делается под заказ и прям по его телу. Спортивное сиденье, оно не регулируется, сиденье и спинка. Поэтому оно всегда одинаковое, называется ковш. И в каком ковше тебе просто удобно, дальше за счет подушек просто регулируешь свою посадку и все.
А когда ремни уже вжимают тебе в сиденье, там в эти подушки все компенсирует и прижимает. Приветствую. Интересно про систему навигации. Как точки берутся, как они указаны. Очень интересно про двигателя грузовиков. Кто какие движки использует. Насколько я помню, МАЗы на Caterpillar ездили, а не на ЯМЗ 236, 238. Система навигации, как точки берутся, как они указаны. В дорожной книге, в роутбуке есть несколько видов точек. Это замаскированные точки, это открытые точки, это путевые точки и так далее. Маршрут уложен так, чтобы экипаж прошел все эти точки. The waypoint is 300 meters there, exactly there. So Renault maybe catch it, but the first thing you need to do is pass that white, maximum high, maximum speed. You see there, watch my finger. And go there. There you need to be, to catch the point. That's the final target. Какие-то точки в навигации открываются за 300 метров, какие-то за 700. А какие-то вообще не открываются, просто их нужно пройти обязательно. Но это делается для того, чтобы работа профессионального штурмана укладывалась в прохождение этих точек. Вот и все. Каждая имеет свою стоимость. Если не взял точку, там, по-моему, 15 минут штрафа за это получаешь. How much cost this waypoint? 2 hours? Yeah, but it's crazy to put VPC in this area. Нужно обязательно брать эти точки, тогда ты находишься в легенде. Если точку не взял, соответственно, куда ехать. Поэтому, если даже потерялся, нужно возвращаться до той точки, которую точно знаешь, привязываться опять к легенде и по ней. Короче, работа штурмана – это очень сложная наука, такая трудоемкая, и так быстро ее не понять и не научиться. Как точки берутся, когда проезжаешь именно эту точку, в радиусе ее захвата срабатывает прибор, и еще на дисплее отображается, что эта точка взята. Соответственно, она в дорожной книге она тоже отмечается, что взяла под ее номером. Ну и едешь дальше уже по роутбуку до следующей. И так эти точки это обязательно. Очень интересно про двигатели грузовиков. Кто какие движки использует. Когда-то и МАЗы, и КАМАЗы ехали на ярославских моторах. Ну, сегодня они не проходят по экологии и по объему. КАМАЗы едут на Каменсе, МАЗы едут, да, на Caterpillar. Это моторы спортивные, по-моему, от Багиры. Компания Багира, которая занимается тюнингом и надстройкой этих Caterpillar'ов. Американские моторы с трак-рейсинга еще не сняты. Ивеко едет на моторах Ивеко. МАН едет на моторах МАН. Это точно. Я сам ехал и на Ивеко, и на МАНе, и это были моторы именно этого бренда. Татра ехала на моторе от Багиры, Caterpillar. Еще у Татры был мотор татровский, бывали, да. Но это уже старые конфигурации. Что за флажки на многих авто? В прошлые Дакары такого не наблюдал. На пустынные этапы обязательно должен был поставлен на машину флаг. Для чего это делается? Когда машина скрывается за дюной, флаг еще показывает, где машина. И где-то ты можешь заметить намного раньше автомобиль, который проходит за дюной или где-то... там, где не видно машину, флаг выручает. Он показывает, может показать и предотвратить аварию. Это чисто в целях безопасности организаторы это включили. Скажу честно, я работаю в пустыне, работаю с автомобилями, с багами и с квадроциклами. На всех этих автомобилях у нас есть флаги. Это обязательно. И эта штука реально выручает и очень часто спасает жизнь. Какие ограничения на фото, видеосъемку существуют на текущем Дакаре? И делается ли анализ прошедшего этапа с целью понимания, какие были ловушки и что ждать от оргов? Ограничения на фото и видеосъемку, естественно, существуют. Но если при регистрации на Дакар экипаж покупает права на съемку с кабины, то, пожалуйста, снимайте, что хотите, выкладывайте. В ваших интересах на это уже они лапу не кладут. На последнем Дакаре знаю, что если покупаешь этот пакет, он стоит, по-моему, 7500 евро. И организаторы сами за эти деньги устанавливают в автомобиле, в кабине несколько камер. А то, что делать анализ прошедшего этапа с целью понимать, какие были ловушки и чего ждать от оргов, анализировать каждый этап, исходя из прошедшего видео, на это просто времени нет, чтобы прогнать потом весь этап и посмотреть, как ты ехал. А кроме того, каждый день на Дакаре этапы не повторяются.
на следующий день полностью новая конфигурация трека, и, может быть, и температуры другие, и нагрузки другие, и покрытия другие. Поэтому сюрпризов хватает. То, что прошло, то, как говорится, прошло. Артур, Денис, здравствуйте. Если бы КамАЗ снова выставили клиентские грузовики, вы бы выбрали их? Если да, то какой? Капотник или классической компоновки? Денис не хотел бы попробовать себя в грузовом зачете? Какой разброс бюджета между багги и грузовым зачетом? Спасибо за репортажи. Держать газ. Вопрос сложный и не знаю, как ответить. Вряд ли КамАЗ выставит клиентские грузовики. Это заводская команда, у них есть свои правила, и пока про клиентов там речи нет. Если да, то какой? Капотник или классической компоновки? Судя по тому, что сегодня основная армада в КамАЗ-мастере состоит из бескапотных грузовиков, это говорит о том, что бескапотники сегодня все-таки лучше, чем капотники. Мне больше нравятся, конечно, капотные. Как-то это сидишь как будто в большом, в огромном джипе, и, ну, по ощущениям, мы же привыкли ездить с капотом, и для меня эта машина как-то более понятней и рулится по-другому. Но в бескапотном автомобиле обзор намного лучше, потому что стекло находится ближе, и с кабины картина вообще панорама другая. Если есть возможность когда-нибудь, сядь сам в капотный грузовик, посиди, посмотри, как оттуда картинка и как перспектива, и в бескапотный. Это будет огромная разница. И здесь уже что кому нравится. Но в бескапотном сидишь практически на передней оси, близко к началу автомобиля. Раньше, когда были подвески очень жесткие, были рессорные, тяжелые такие, многорессорные подвески, да, бескапотные автомобили гробили людей, потому что получали эти компрессионные удары постоянные по позвоночнику, и, ну, экипаж сыпался. Очень жесткие были машины. Сегодня бескапотные автомобили, они мягкие, они уже продуманы и едут, ну, не хуже, чем капотники. Ну, хотя сегодня на Дакаре я смотрел, основная масса новых грузовиков — это все капотники. Ну, видимо, мода такая, когда-то так, когда-то так. Здесь важнее просто настройка по подвеске, двигатель, коробка. Ну и самое главное – это экипаж и команда. Ждут ли возвращения команд КамАЗ-мастер и МАЗ-пилоты грузового зачета? Ну, естественно, ждут. Без МАЗов и КамАЗов на Дакаре реально скучно. Эти две команды всегда составляли самую жесткую конкуренцию для всех. Несмотря на то, что сегодня КамАЗов и МАЗов нет на Дакаре, это не говорит о том, что всем легко. Европейские команды также развиваются и борются за место под солнцем со всей силы. И даже когда вернутся опять, если вернутся КамАЗы и МАЗы, это не говорит о том, что они сразу же возьмут и всех победят. Но здесь конкуренция, она была и остается очень жесткой. И их ждут европейские команды для того, чтобы реально доказать что-то и выявить, кто все-таки лучше. Почему у вас нет гидродомкрата? Ну, на багги гидродомкрат не нужен, потому что это лишний вес, и так она перегружена по весу за счет технических вот этих регламентов. Тяжелый каркас, большой топливный бак, плюс две запаски, и там и некуда его, думаю, что даже ставить. Быстро срабатывает обыкновенный ручной домкрат, поднять машину это очень быстро. Плюс любой гидродомкрат — это целая система, гидронасос, какой-то резервуар, там механика, электроника, кнопки и так далее. Он не нужен. Потом гидродомкрат, если его там применять, его нужно два, чтобы с правой, с левой стороны было. С одной стороны откажет, то есть если его не будет или что-то потечет, не работает гидродомкрат, вообще тогда машину колесо не поменять. В грузовике понятно, что гидродомкрат, когда есть, это спасение. Поднять такую большую машину там руками невозможно, куча девайсов. Сегодня, когда гидродомкраты есть на грузовиках, это просто спасение. Мы раньше хватали там 10-тонный огромный домкрат, он весит килограмм, наверное 10-15. Его под машину на специальные площадки, доски, и руками мы его там поднимали, пока он вывалится там за 35 сантиметров, нужно было поднять выше, чтобы колесо спущенное поднялось. Но это была большая работа.
А сегодня в автомобилях, в грузовиках просто, грузовик весит 8,5 тонн. Его есть где облегчить, что-то отрезать и поставить эту систему. Она работает. Потом, если эта система не работает, для грузовика ввести экстренный обыкновенный ручной домкрат, который там 15 килограмм весит, это не так сложно, то есть всегда можно будет его заменить. А в баги маленькая машина, легкая, и ставить еще 2 ноги по бокам, чтобы она ее поднимала, я думаю, это просто неразумно в плане технических наворотов этих. Того не стоит. Проще снять быстро эту обыкновенный домкрат, поставил, поднял, это 30 секунд занимает. И он легкий, поставил, и он безотказный. Артур, удачи! Обязательно расскажите про технические нюансы Татры и отличительные особенности, которые не позволяют ехать быстрее конкурентов. Что касается Татры, я проработал в команде Татры больше 3 лет. Я этот автомобиль изучил полностью. Знаю очень много, что касается инженерных решений, особенностей в конструкции и так далее. Автомобиль очень надежный, он рассчитан для эксплуатации в суровых условиях. Наверное, это больше не гоночный автомобиль, а такой для обеспечения каких-то сложных задач. Хорошая тема для беседы и хороший повод сделать отдельный выпуск конкретно по Татре. Мы это сделаем. Спасибо, что досмотрели видео до конца. И, как обещал, сюрпризы и подарки с Дакара. Прошу вас, оставьте в комментариях свою историю, которая связывает вас с Дакаром или вообще с ралли-рейдами. Самую интересную историю, по нашему мнению, мы отберем и автору этой истории отправим эти подарки. На сегодня все. Спасибо за то, что смотрите, спасибо за то, что оставляете комментарии, лайки. Продолжайте в том же духе. Надеемся на следующем выпуске и теперь увидимся в следующий раз. Пока.